Вы когда-нибудь слышали о чемпионате мира по ралли в группе «Б»? Это было нечто захватывающее, что взорвало мир автогонок. Эксперты автомобильных гонок в один голос утверждают, это лучшее, что когда-либо происходило на трассах. Так что я спрашиваю вас, готовы ли вы погрузиться в мир мощных моторов, передовых технологий и безумных приключений? Давайте вместе освежим в памяти те времена, когда машины были не просто автомобилями, а творениями искусства на колесах. Забудьте о времени, потому что мы сейчас отправимся в прошлое, чтобы взглянуть на те чудеса инженерии, которые буквально дышали огнем и адреналином. Эти машины были созданы для безумных гонок по бездорожью, и они прокладывали свой путь к будущему автомобилестроения. Хотя 4 десятилетия прошли с момента последнего ралли в группе «Б», воспоминания об этом времени все еще остаются как вихрь страсти в истории автоспорта. Так что сегодня самое время окунуться в атмосферу тех головокружительных соревнований и вспомнить некоторые из самых значимых автомобилей, которые стали легендами этого золотого века гонок. Так что пристегнитесь и приготовьтесь к адреналиновому взрыву прошлого, который оставил свой след в современном автоспорте. Начнем с небольшой исторической справки. В конце 1970-х годов ралли стало довольно скучным мероприятием. Устаревшие технические правила не позволяли разработчикам создавать все более мощные и технологичные автомобили. Долгое время мощность двигателей была ограничена до 250 лошадиных сил. И поскольку правила становились все строже, некоторые марки решили прекратить свое участие в ралли. В свете сложившейся ситуации Международная автомобильная федерация решила изменить технические правила. Было принято решение ввести новый класс, который позволил бы дизайнерам и инженерам полностью раскрыть свой потенциал при создании раллийных автомобилей, при условии, что они соответствуют требованиям гомологации. Это означало, что не было никаких ограничений в мощности двигателя, крутящем моменте или уровне наддува, а также никаких ограничений на типы материалов, которые могли использоваться. Именно такая формула привела к созданию класса супермощных и чрезвычайно легких гоночных автомобилей с невероятно высоким соотношением мощности к весу. Минимальный вес, требуемый для участия автомобиля в группе «Б», составлял всего 890 кг, что привело к выпуску не очень прочных автомобилей, не слишком безопасных для гонок. В начале становления гонок мощность автомобилей группы «Б» составляла около 250 или 300 лошадиных сил, но уже модернизированные болиды демонстрировали от 400 до 600 лошадиных сил, причем многие из этих показателей, вероятно, были занижены. Стартовала золотая эра ралли. Она началась в 1982 году, а завершилась всего через 4 года. Несмотря на то, что это продолжалось всего несколько лет, эпоха группы «Б» до сих пор считается одним из самых значимых и легендарных периодов в истории автоспорта. Ну а что, собственно, представляли из себя эти соревнования? Гонки группы «Б» проводились на узких трассах с твердым и грунтовым покрытием, выделяющихся своей высокой сложностью, большими перепадами высот и пересеченной местностью, на которой постоянно собирались толпы зрителей. Автомобили, на которых выступали самые отважные гонщики планеты, были практически неограниченными в своих возможностях. Регламент раллийных гонок группы «Б» официально стартовал в 1983 году, и первым автомобилем, созданным в соответствии с новейшим техническим регламентом, стал Lancia 037. Он был разработан на основе Lancia Beta Монте-Карло, однако весь автомобиль был полностью переработан как внутри, так и снаружи. Lancia 037 был создан исключительно для господства в мире ралли. Автомобиль получился вполне революционным. Он состоял из пространственной рамы, которая была обшита композитными блоками. Мощности авто придавал расположенный в центре компрессорный двухлитровый двигатель в 345 лошадиных сил и задний привод. Автомобиль поражал экспертов своей идеальной сбалансированностью и гармонией. Среднемоторная компоновка обеспечивала идеальное распределение веса, а двигатель обеспечивал присутствие момента практически на всех оборотах.
при весе 960 кг он обладал невероятной для того времени динамикой, особенно учитывая его мощность. Первую победу коллектив Ланча добыл в 1983 году на ралли Монте-Карло. Однако в условиях растущей мощности монопривод не позволял итальянской команде состязаться наравне с зубилами Audi Quattro, которые были лучше в любом повороте трассы. Несмотря на заднеприводную компоновку, быстро теряющую свое доминирование в группе благодаря Audi, которая быстро стала определяющей силой, Lancia 037 все равно оставалась конкурентоспособной до конца этой эры, благодаря нескольким модификациям автомобиля. Далее мое видео будет о других легендарных автомобилях, которые участвовали в этих соревнованиях. Идея полноприводных седанов и спорт-купе, которая в наше время уже стала обыденной, вызывала недоумение у многих в начале 80-х, но не у всех. После того, как один из инженеров Audi прокатился по бездорожью на армейском Volkswagen Iltis, ему пришла идея о создании полноприводного автомобиля для ралли. Несмотря на сомнения, прагматичные представители руководства Audi поддались давлению инженеров. Результаты появились почти сразу же. В 1980 году машина Audi Quattro, пилотируемая Ханной Микола, смогла опередить своих соперников на 9 минут в зачете. Audi продолжила разработку своей линейки полноприводных автомобилей Quattro, и их автомобиль значительно отличался от Lancia. Полноприводная система, переднемоторное расположение пятицилиндрового турбинового двигателя и несущий стальной кузов вместо пространственной рамы из труб. Такие отличия были у конкурентов. У Audi были некоторые недостатки, например, плохая развесовка из-за перегруженной передней части автомобиля, а также ужасная тяга двигателя на низких оборотах и вес в 1200 кг. И все же, несмотря на это, полный привод сводил все эти недочеты на нет. В то время, когда все глаза мира были прикованы к экзотическим болидам от Lancia и Audi, конкуренты не сидели сложа руки. Они усидчиво изучали ошибки и успехи старших товарищей, внимательно настраивая свои гоночные машины для участия в ралли. В 1982 году французские автомобилестроители представили свое новое творение – Peugeot 205 TI-16. И если сравнить его с обычной версией, то можно было увидеть лишь несколько различий, таких как фары и дверные ручки. Peugeot, взглянув на автомобиль от Lancia, сделал ставку на его раму и расположение силового агрегата, при этом заимствуя полный привод от Audi. 1,8-литровый турбиновый мотор давал неплохие 340 лошадиных сил. Несмотря на небольшой вес машины и полный привод, команда не могла достичь большого успеха. Однако в 1985 году произошел настоящий прорыв, когда появился Peugeot 205 TI-16 Evolution 2. И в отличие от прародителя, новая машина стала легче, а его кузов получил повышенную жесткость. Новый турбиновый двигатель развивал мощность в 450 лошадиных сил, а его обвес избавил авто от любых привязок к обычной машине. Peugeot 205 TI-16 за 3 года участия в ралли стал 16 раз победителем отдельных этапов, принеся команде по 2 победы в абсолютном зачете и в командном соревновании. Конечно, в настоящее время нельзя удивить автомобилем в 600 лошадиных сил. Однако ранее, когда не было современной электроники, пилотам требовалось особое мастерство и самообладание. Они должны были ловко управлять рулевым колесом и педалью акселератора, а также справляться с огромными скоростями и узкими коридорами, полными адреналиновых болельщиков. Страшная авария произошла в 1985 году на одном из этапов автогонок. Атилио Беттега погиб на своей машине Lancia. В следующем году произошел еще один трагический инцидент. На ралли Португалии машина команды Ford RS200 на большой скорости въехала в зрителей. В аварии погибли 3 человека, а десятки получили ранения. Для Lancia и всего автоспорта наступил в мае того же года черный день. На горном участке ралли Корсики лидер гонки, машина экипажа Lancia с Хенри Тойвонаном и Серджио Кресто на борту, не удержалась на дороге и упала в пропасть. Машина несколько раз столкнулась со скалами и деревьями, и в итоге произошел взрыв.
Экипаж не смог выбраться из автомобиля. Поскольку трагедия случилась в месте, где не было свидетелей, расследованию не получилось установить причины инцидента. Оставив только один каркас, вместе с гонщиками автомобиль полностью сгорел. По итогам этих трагедий чемпионат покинули Ford и Audi. Международная автомобильная федерация запретила проведение автогонок в группе «Б» в конце 1986 года. Однако в 2017 году чемпионат мира по ралли вновь стал полон интриги, благодаря новому техническому регламенту. Организаторы решили увеличить скорость машин и придать им более агрессивный внешний вид, который напоминает группу «Б», что вызывает восторг среди фанатов. Ну и какова же должна быть машина для участия в современных ралли-гонках? Кузов – это единственное, что связывает раллийные автомобили с их серийными собратьями. Правила требуют использования серийных кузовов длиной не менее 3900 мм, поэтому все производители выбрали хэтчбеки класса «Б». И если у вас в гараже пылится Kia Rio, то есть смысл задуматься о карьере гонщика. Однако учтите, вам придется много потрудиться над доработками. В целях аэродинамики передний свес автомобиля может увеличиться на 60 мм, а диффузор может выступать за пределы заднего бампера на 50 мм. Рекомендую проверить сначала наличие диффузора на Рио, а уже потом его мерить. Ширина автомобиля ограничена 1875 мм, что на 55 мм больше, чем в предыдущем поколении раллийных автомобилей. Тут даже не берите рулетку, знайте, ваша Kia в параметрах. Заднее крыло также увеличено на 55 мм в ширину и может выступать за пределы кузова на 30 мм. При этом профиль крыла строго регламентирован. Совет: шпаклевки для профиля покупать надо много, а вот минимальная масса автомобиля была уменьшена. В снаряженном состоянии до 1190 кг. В полном снаряжении с пилотом и штурманом она не должна превышать 1275 кг. Поэтому собаку с приборной панели и вонючку придется оставить в гараже. И это я не о штурмане. Увеличение ширины автомобиля способствует наращиванию количества боковых элементов, способных поглощать удары. Ширина также дает объем специальной деформируемой пеной, которой заполняют двери. Теперь она составляет 95 литров. Настоящие мужики позавидуют такой заначке от жены. Сейчас все производители используют специальные гоночные моторы. Теперь в ралли применяются двигатели 1.6, рядные четырехцилиндровые двигатели с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. Не правда ли, что очень быстро лопнула мечта стать настоящим раллийным пилотом? В 2017 году диаметр ограничителя потока газа или жидкости был увеличен с 33 до 36 мм, что повысило мощность двигателей с 310 до 380 лошадиных сил. Но считается, что реальные цифры у реальной тачки на 10-20 ЛС выше. А вот максимальное давление наддува осталось неизменным – 2,5 бара, поэтому максимальный крутящий момент двигателей составляет около 450 ньютон-метров. Максимальная частота вращения коленчатого вала ограничена 8500 оборотов в минуту. Существует два основных вида современных автомобильных гонок. Первый – ралли на специальных трассах, которые оборудованы для проведения соревнований. Второй – это гонки на простых дорогах, которые обладают своей природной сложностью. Также имеются и свои подвиды у этих соревнований. Есть, например, любительское ралли. Это гонка на открытых участках дороги с дополнительными этапами, на которых проходят соревнования. Главным фактором в любительском ралли является время прохождения участка. Скорость автомобиля будет основным фактором в этом виде. Клубное ралли представляет собой соревнование на закрытых участках трассы, в которой могут участвовать как серийные автомобили, так и модифицированные. Компактные соревнования – заезды на коротких дистанциях со сложными подъемами в гору и спусками на различных типах покрытия. Ралли-рейд – это продолжительные по времени гонки со скоростными рубежами. Ралли проходят через несколько стран, и в соревновании участвуют мотоциклы, квадроциклы и грузовики. Ралли-марафон – уже трансконтинентальные соревнования для профессионалов и любителей гонок, где цель – проходить участки за минимальное время.
А теперь я покажу вам самые громкие истории аварий на раллийных соревнованиях. Колин Макрей – историческая фигура в мире гонок на автомобилях. Он стал чемпионом WRC и вошел в историю благодаря самой известной серии компьютерных игр о ралли. Болельщики его называли «Мистер Педаль в пол». Во время ралли на Корсике в 2000 году Колин атаковал на максимальной скорости каждый поворот. На одном из склонов он неправильно рассчитал маневр, стараясь выбрать самую короткую траекторию. Экипаж поднялся в воздух и улетел в пропасть. К счастью, деревья смягчили удар, и хотя машина оказалась перевернутой, гонщик и штурман получили только легкие ушибы. Следующее мое видео об аварии, которая произошла с Петером Сольбергом, легендой мирового ралли из Норвегии и чемпионом WRC. На ралли в Финляндии в 2000 году произошел инцидент, который почти стоил ему жизни. После поворота с трамплином он потерял контроль над машиной и вылетел в насыпь рядом с трассой. Машина с огромной скоростью перевернулась несколько раз, ударилась о дерево и оказалась на крыше возле озера. Самому Сольбергу пришлось находиться в заблокированной кабине. Он потерял сознание в первые секунды. Болельщики, находившиеся рядом с трассой, кинулись на помощь Петеру, подняли машину и помогли гонщику выбраться. Оказалось, что машина пробила дерево рядом с головой Сольберга, и он получил сотрясение мозга. Еще бы несколько сантиметров, и мы бы уже никогда не увидели чемпиона на Субару. А вот видео об автокатастрофе, которая произошла с Франсуа Делакуром, известным раллийным гонщиком из Франции, победителем этапов WRC 1993 и 1994 годов. Ралли Австралии в 2001 году Франсуа атаковал вместе со штурманом Дэниелом Граталупом. На 22-м километре Делакур не справился с амплитудой заноса, задел задней частью машины насыпь и влетел в дерево. Несколько тяжелых веток пронзили автомобиль и деформировали его, а также нанесли серьезные травмы Граталупу. Спасение Франсуа пришло от его товарища по команде Колина Макрея, который вызвал медицинскую помощь. Штурман получил ушиб грудной клетки и сломал несколько ребер, что вызывало большие проблемы с дыханием. Благодаря оперативной госпитализации жизнь Делакура удалось спасти. Хотя ситуация могла бы закончиться гораздо хуже, если бы дерево пробило машину по-другому или медицинская помощь не пришла вовремя. Еще одной легендой ралли был четырехкратный чемпион WRC Томми Мякинен. Финский пилот был обладателем множества рекордов, а это видео его аварии. 2002 год оказался последним в спортивной карьере для Мякинена. Он заменил тогдашнего чемпиона Ричарда Бернса в команде Subaru. Судьба распорядилась так, что одно из самых серьезных происшествий в его карьере произошло именно в этом сезоне. Мякинен мчался на ралли в Аргентине, когда на его пути возникла кочка. Эта авария стала легендарной, так как некоторые журналисты утверждали, что Мякинен установил антирекорд по числу сальто во время одного инцидента. И хотя произошло это очень зрелищно, но главное, что никто не пострадал, хотя сам Мякинен изначально не мог вспомнить, где находится. Но память вернулась к нему, и на плохо связанном финско-английском языке он сказал, что это одна из самых глупых аварий в его карьере, потому что он прекрасно помнил поворот, но почему-то машина проскользнула больше, чем обычно. Следующее видео и еще один финский гонщик. Яри-Мatti Latvala, хотя так и не стал чемпионом, но у него множество побед на этапах WRC, что сделало его одним из самых лучших раллийных пилотов авто в мире. Авария на ралли в Португалии в 2009 году была просто ужасной, и для ее описания не требуется излишней драматизации. Яри-Мatti задел насыпь, и машина перевернулась, вылетев за пределы безопасности трассы. 17 перекатов через свою ось, множество сильных ударов и, наконец, машина остановилась внизу пропасти. При схожих авариях 20 лет назад пилоты зачастую погибали, потому что бак и системы безопасности не выдерживали такие происшествия. Но в данном же случае главное, что экипаж остался жив, несмотря на многочисленные ушибы и травмы. Завершить мое видео хочу мыслью о том, что в мире раллийных гонок каждая трасса становится холстом, а каждый автомобиль – кистью в руках художника адреналинового искусства. Здесь асфальт уступает место бескрайним бездорожьям,
а гонщики танцуют со скоростью, словно виртуозы, под музыку адреналиновых волн. Ралли – это не просто гонки, это волшебное путешествие по границам возможностей автомобилей и мастерства гонщиков. Эти гонки не просто соревнования, это поистине безумное и неповторимое искусство скорости и мастерства. На этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, до встречи в следующих видеороликах и пока!